Всех приветствую, друзья. Министр иностранных дел Лавров начал строить из себя эксперта Конституции Украины, но так и не назвал ни одну статью. Зеленский говорил в Вашингтоне, что ой, да я бы готов договариваться, но территории никакие обсуждать даже не буду, потому что мне Конституция запрещает. Это интересный момент, поскольку, как это не смешно, но до сих пор в украинской Конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизни и деятельности человека, в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств. Если он так печется о своей Конституции, то я бы начал все-таки вот с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено. 75-летнего пенсионера из Свердловской области приговорили к 1 году и 2 месяцам условно по делу о реабилитации изма из-за 2 комментариев в «Одноклассниках», где он назвал Сталина диктатором и убийцей. На расстоянии кажется, что Сталин хороший. Это чудовищно. Мы, конечно, должны... Ну, многим и вблизи так казалось на самом деле. Ну, это были жертвы пропаганды. Понимаете, конечно, памятник поставить надо, вне всякого сомнения. Вот эту ялтинскую группу вы считаете, да? Нет, Или какую? это надо убрать вот этот, или куда-нибудь передвинуть этот маленький соловецкий камень, который стоит на Лубянке, и сделать нормальный человеческий пантеон, пантеон скорби, как у армян в связи с геноцидом армян, как в Солоспилсе на месте концлагеря, как в Освенциме. Пантеон памяти миллионов людей, которые погибли не только во время войны из-за Сталина, но погибли во время коллективизации, индустриализации, раскулачивания, чисток, репрессий и прочее. Вот такой памятник обязательно нашей стране нужен, чтобы мы об этом помнили. Это Донецк. И марш справедливости, попытка номер 2. Уважаемые наши, как вас назвать, правители, организаторы, наши руководители, к вам обращаются улица Слепнева, Куйбышевский район, дом 82. Мы сейчас живем в поле, никаких удобств нету, магазинов нету. Первый раз бочку привезли, тонну не довезли, мы были рады, потому что целый месяц не было воды, на человека распределяли по 50 литров, да, на человека. Второй раз тоже не довезли. Ладно, и за то спасибо. Хоть как-то по 50 литров набирали. Хотя люди ругались все. Нам во вторник привезли воду на той неделе, во вторник. Не довезли тонну. Начали спросить, почему не довезли? Нету воды. Хорошо, мы вам через 3 дня привезем. Вот мы начали звонить. Четверг сказали, привезут. Не привезли. Пятницу сказали, привезем. Не привезли. Суббота, воскресенье. Понедельник сегодня. Какое сегодня число? 18-е? Выставили даже в телеграм-канале, что вода идет на нашу улицу. Звоним 4 часа, воды не будет. Если в нас не будет завтра воды, вот эти люди, которые здесь стоят возле подъезда, все собираемся, едем к вам. Я говорю, что потом поедем в Ростов. С Ростова доедем и до Москвы. Вы не подумайте, мы уже прожили эту войну и остались в живых. И мы доживем это. Что это такое? Издевательство. Люди ставят за свои деньги краны постоянно, а их скручивают и скручивают, скручивают и скручивают. А воду не привозят из-за того, что крана нету. Денис Владимирович, как в этой ситуации разобраться? А умываться как? А так, как? Надо меньше пачкаться. И вообще, некоторые языком умываются. Ага. У судьи, который 25 лет возглавлял Краснодарский суд, конфисковали 87 объектов недвижимости и 3 миллиарда рублей. Это 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир, 13 машиномест. А у бывшего замначальника главка МЧС нашли и конфисковали 55 квартир и 32 машины. Чиновника задержали еще год назад по подозрению в покушении на убийство и поджоге автомобиля своего бывшего коллеги по главку. Лучшая работа в жизни. Лучшая работа в жизни. Да. Лучшая работа в моей жизни. В интервью Fox News Дональд Трамп рассказал о том, что Украина вернет себе жизнь, люди перестанут умирать, и страна получит много земли. Mr. President, did y'all discuss any land swaps yesterday? Because we've talked a lot about the Donbass region. And what was the feeling in the room? What did the other leaders say about this? Well, they understand. Look, everybody can play cute and this and that, but, you know, Ukrainians are going to get their life back. They're going to stop having people killed all over the place, and they're going to get a lot of land. But this was
a war, and Russia is a powerful military nation, you know, whether people like it or not. It's a powerful nation. It's a much bigger nation. It's not a war that should have been started. You don't do that. You don't take on a nation that's 10 times your size. And, you know, military experts look, if it wasn't for the greatest military equipment, we make the greatest military equipment in the world, and we gave them, you know, whatever. They took probably a lot of money too, but they had tremendous, you know, they had the Patriot missile, which is the best in the world. All the equipment, we make the best equipment in the world by far. Everyone else is like nothing. So we gave them a lot of equipment. Now, with that said, the Ukrainian soldiers were brave as hell because they're fighting a force that's much, much bigger and in theory much more powerful. And, you know, it's not like they've stopped. If you, I assume you've all seen the map. You know, a big chunk of territory is taken, and that territory has been taken. Now, they're talking about Donbass, but Donbass right now, as you know, is 79% owned and controlled by Russia. So they understand what that means. В Воронежской области нашли ферму, на которой более сотни людей держат в рабстве. Среди вызволенных оказались 3 гражданина Белоруссии и 1 житель Смоленской области. Людей находилось примерно. Когда мы приехали, было где-то 70, а сейчас 108 где-то так. 108? 108, да. Работает. Обещали на арбузах, посевка арбузов была. Зарплата? Зарплату обещали высокую. Какую? 2000 в день. Ага. Ну, короче, а зарплаты мы не видали. Вы там вместе, потом что случилось? Посадка арбузов закончилась. Нас посадили в автобус. Спрашиваем, куда? Вас по домам повезем. В итоге повезли нас к Васильник в этой самой, на другие работы. Вообще денег мы не видали. Кормежка тут, конечно, отвратительная. Сергей Аксенов заявил о нехватке бензина и предложил потерпеть до окончания войны. И с топливом вынужден в публичном поле, то есть прояснить ситуацию, что вопрос касается логистики. Значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания специальной военной операции ряд вопросов уйдут, и, соответственно, все это вернется на прежний уровень. И есть проблемы в данном случае с логистикой. И ограничения, которые касаются 95-го бензина, я прошу с пониманием отнестись непосредственно и крымчан, и гостей полуострова. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться, максимум до месяца. Заехала на заправку, и до меня дошла новость, что у нас бензина нигде по городу 5-го нет. Говорят, что 3 дня нет 95-го бензина. Я сейчас залила 100-й, но многие люди разворачиваются и уезжают. Дефицит 95-го бензина. Очередной освободитель, решивший заработать легких деньжат, рассказывает о всех прелестях службы в армии РФ. В России вообще сказали, что будем сидеть просто, спокойно дождаться, как говорится, противника. Будем удерживать, как говорится, ДНР, республику ДНР. Были такие, как говорится, рассказы. А в концовке получилось, что я оказался штурмовиком. И мне приходилось, оказывается, надо было мне кого-то штурмовать там где-то потом, в дальнейшем, конечно. По рации командир нам говорил, идите вперед, и все, идите вперед. И никаких вам откатов, никаких вам ничего. Обидно, ведь за этого мне не хотелось, как говорится, уже просто на такую войну я не подписывался. Мое крайнее задание было пройти по лесополке в сторону Новотроицка, перейти через дамбу, а там закрепиться. Мы пошли 10 человек группой. У нас все погибли, кроме меня. То есть и миномет стрелял, и было очень страшно. Не ожидал такой войны. Меня обманули просто. Я решил вернуться обратно. Пошел в обход через озеро и наткнулся на украинцев. И вот меня взяли в плен. Сказал, я сдаюсь, не стреляйте, мужики. Сами скидывались на всякие рэбы, на все, какие-то мелочи. Это, как обычно, ничего до нас не доходило. На рации скидывались Все на войну уже приехали, все пустые, ничего нет. Вот 2 банки тушенки, 2 бутылки воды. Ребята, не советую вам